Салют! В этом видео мы поговорим о новом дракончике, вернее, дракончик-то старый, о его пробуждении, да. Вот такая вот анимация довольно-таки интересная. Цвет его намекает на то, что он подходит больше к фракции падших, наверное, так. Так как этот самый, если смотреть в описании его, вот, не дает, да, то есть навыков новых, да, мы видим, что для этой фракции есть дополнительные бонусы. То есть, как бы, подходит он ей гораздо лучше. Ну, это что-то наподобие, как вот машина, да, у нас древний страж, да, это деревяшка, которая для эльфов дает больше бонус. Так вот этот зверь чуть-чуть больше дает падшим фракции, да, бонусов. Ну, там не критично, пытаются как-то их вернуть, да, потому что от них отошли люди сейчас. Тяжело еще стало качать, юнитов мало, добавили нового, вот и зверя сделали, да. И других особенностей, да, что появилось. Ну, здесь ветка талантов плюс-минус они одинаковые, где-то какие-то изменения идут, но основное изменение это вот возможность прокачивать на 24 уровень. И там, где 24 уровень прокачка, да, здесь уже дается по 0,3, что в конечном итоге дает нам прибавку плюс 10%. Вот, 10% жизни, да, боевая машина. Ну, это немного, но и немало, да, то есть, если попрокачивать всех зверей, конечно, требуется колоссальное количество, да, камней, 362 камня, но оно как бы того стоит в конечном итоге. Понятно, что это могут позволить себе только единицы, остальные потихонечку качают, нужно выбирать себе вот то, что вам нужно, и подходить к прокачке, да, вот потихонечку прокачали по единичке, дошли, к примеру, вот жизнь машин, да, здесь. Потом идете дальше, что-то другое, то, что вам актуально, вы хотите там жизнь воинов, да, или там наоборот, такие вот моменты попрокачивать. Еще выбираете по поводу прокачки самого зверя, да, то есть многие задают вопросом, что лучше делать, качать там первого, который появился, ждать какого-то определенного. Есть два варианта развития событий для игроков, которые, ну, играют без доната, скажем так, да. Первый вариант, вот у нас сейчас есть 3 зверя, пробудить и потихоньку их прокачивать каждый, да, потому что за прокачку, здесь у нас еще на прокачку требуется эссенция зверя. Где ее получить, тут не пишут, вот, но суть не в этом. То есть здесь уже добавили дополнительные атрибуты для прокачку, да, предыдущие звери этого не требовали. Но мы видим, да, то есть повышая уровень, мы получаем еще бонусы для всех наших героев, да, там, ну, всего там и герои, и юниты, и машины, да, вот, урон навыка зверя. Вот 1% будет, если поднять, да. Здесь вот у нас другое дают, другие бонусы. И чем выше уровень поднимается, да, тут тоже 1%. А если поднимать, например, тут здесь по 6% дают, но здесь и 8000 требует, да, то есть как бы за 8000 6%. Там мы за 8000 поднимем 8 уровней и 8% получим. Как бы тоже как бы более выгодно, да. Поэтому можно пробуждать зверей, если вы не планируете их качать, нет у вас возможности, да, столько крови получать. Соответственно, потихонечку прокачивать уровень каждого, да, там по 1000 одному, второму, третьему подняли, стало 2000, да, там, к примеру, прокачали Вервульфа, требует уже 2000. Догоняем других зверей до 2000, потом по 2000 качаем, их потихоньку поднимаем. Вот. В будущем, возможно, появится возможность это все вернуть назад, да, так сказать, сбросить, и потом вложить в одного зверя. Другой вариант, да, не качать никого и ждать какого-то определенного зверя. То есть улучшают их все, пробуждать их будут все чаще, я так думаю. Вот. И, соответственно, посмотреть, какой вам там из розовых зверей будет подходить больше. Подождать пока их. Потому что золотые, когда будут пробуждать, и когда дойдет до именно тех, которые вам нужны или вам нравятся,
неизвестно сколько времени пройдет, хотя, опять же, там столько этой крови нужно, что можно, с одной стороны, подождать. Но, с другой стороны, вы не будете получать бонусы, да, которые будут получать другие игроки, которые будут прокачивать потихоньку зверей. И, соответственно, ну, будете чуть-чуть слабее в этом плане, да, то есть у них будут, не будете ждать какого-то золотого зверя, ваши соперники пробудят там 5 зверей, прокачают их, там, образно говоря, там, до 20-30 уровня за это время, да, и, соответственно, получат гораздо больше бонусов, будут вас побеждать, пока вы дождетесь того своего единственного зверя. Но здесь каждый для себя сам решает, потому что игрокам трудно, да, я знаю, что прокачать всех зверей тоже не все могут, да, то есть не этот самый, нет такой возможности, да, то есть прокачали там 2-3 зверя, 3-5 зверей, да, там для ихор, для арены, вот, остальных зверей, конечно, уже все сложнее. Плюс, опять же, когда вы прокачиваете, 5 зверей для арены, да, есть смысл переключаться на прокачку каких-то других атрибутов, да, то есть не качать всех зверей, а именно, соответственно, в ивентах вы берете другие материалы, которые вам нужны для того, чтобы прокачать машину, юнитов, героев. Сейчас много всего нужно качать, храмы. Вот, поэтому, если вы играете без доната, я бы качал бы всех этих зверей потихоньку, пробуждал бы там и в один уровень качал потихоньку, получая бонусы, выбирая там нужные таланты, да, которые мне нужны, так, и шел исключительно к этой ветке. Те, кто собирается играть этим дракончиком, дракончик интересный, да, то есть дает много защиты, у него самого тут ветки защитные, да, если он сам дает защиту своим первым бафом, да, то есть повышает защиту, соответственно, получает бонусы к усилению защиты, да, к усилению своего атакующего урона и к контратаку, да, то есть довольно-таки неплохо должен зайти, к примеру, рыцарю Феникса. Возможно, с ним заиграет Феникс опять, появится на наших просторах. Нужно пробовать, конечно, но прокачать, конечно, будет, скажем так, не быстро. Вот. Но тоже интересный вариант с внедрением зверей, да, пробуждением, а не придумыванием каких-то новых, да, то есть как-то так. Посмотрим, что лучше, я не знаю, каждый для себя решает, что лучше, или нового бы выпустили по старой, так сказать, накатанной дорожке их прокачивать, или же вот такие вот варианты усиления старых. На этом все, всем спасибо.